Сегодняшний сюжет – это история про обычного парня из Чечни, который в свои 17 лет уже умеет оборот на 900 градусов на турнике, перелет Ткачева, петлю Корбут и еще другие зрелищные элементы из динамики. Кто же он? Нашего героя зовут Рустам Мухтаров, и родом он из Махачкалы. Спортсмену полных 17 лет, а 28 августа уже исполняется 18. Атлет увлекся динамикой в 16 лет, и изначально он думал, что динамика – это и есть воркаут, и больше нет никаких направлений, но позже узнал и о статике. Но об этом дальше. На вопрос о том, как он начал заниматься и кто его мотивировал, Рустам ответил следующее. Во время учебы в колледже юного спортсмена мотивировал однокурсник, который часто на переменах звал его на турники, в то время как другие товарищи звали погулять, пообщаться, вкусно покушать. Рустам выбирал турник в компании своего настойчивого одногруппника. Это был единственный турник в колледже, ржавый и местами скользкий, но было желание. Так постепенно втянулся во все эти перелеты и соскоки. Условия занятий. Часто можно наблюдать, что чем успешнее человек в каком-либо деле, тем больше трудностей у него на пути, которые закаляют. Жизнь проверяет нас, насколько сильно мы этого хотим. В каких же условиях тренируется Рустам? У атлета есть турники у дома и в целом по республике, но они не совсем подходят для динамики, для безопасного ее изучения. Он ездит на пляж у моря, до которого час добираться на транспорте, ведь это того стоит. Там своя атмосфера, много единомышленников и поддержка. А главное преимущество – там песок, и это смягчает падение. И есть широкий турник. В республике, признается атлет, не так много таких условий для исполнения уличной динамики воркаута, а тот пляж Каспийского моря подходит лучше всего, потому что на других узких турниках динамику тренировать сложнее из-за близкого расположения стоек перекладины, отсутствия мягкого покрытия, да и банально особо не раскрутишься для элемента. Поэтому атлет живет в Махачкале, а на тренировки ездит в другой город – Каспийск. Климат в Чечне позволяет парням тренироваться и в холодное время года на улице. Посмотрите средние показатели температуры в январе и феврале в республике. В то время как в большинстве регионов выпадает снег и температура может опуститься до минус 15-20 градусов. А тут такого нет. Это одна из причин, почему Рустам не тренируется в крытых залах. Сейчас будет важная мысль. Рустам не тренируется в гимнастических или других залах, ведь динамический воркаут – это уличное направление, и научившись элемент в зале, будет страшнее его выполнять потом на улице, и по факту учиться придется заново, а улица накладывает свои отпечатки. А вот в случае необходимости изученный элемент на улице можно легко повторить в зале. Почему динамика? Преимуществом динамики наш герой считает высокую скорость прогресса. Здесь большую роль играют попытки, пересмотр себя на видео со стороны, и исправить ошибки и сделать какой-то новый элемент можно на одной тренировке. Этого нельзя сказать про статику, где требуется не один месяц подготавливать мышцы к нагрузкам, занятию с дополнительными весами, силовыми элементами, а в динамике в большей части случаев решают попытки. К примеру, один из самых долгих в изучении элементов в динамике у Рустама был оборот на 360 градусов на махе назад. Его он учил неделю. Типичная тренировка. Рустам заранее готовит список элементов, которые планирует тренировать, то, что интересно в данный момент. На тренировке пробует все выбранные элементы, и тот, который получается лучше всего, он тренирует оставшееся время и доводит его до хорошей техники. И дальше переходит к другому элементу, и так пока не пройдется по всему списку. Как говорилось ранее, динамику удобнее всего выполнять на широком турнике, до которого нашему герою в обе стороны 2 часа езды. Поэтому на пляж тренировать динамику он ездит только один раз в неделю. В остальные дни это тренировки балансов, базы, а как видим еще и один плюс динамики, что за неделю без тренировок Рустам продолжает прогрессировать и имея только одно занятие. Ребят, маленькое объявление. Кому интересны персональные онлайн-тренировки по воркауту, или же вы желаете развиваться как автор на YouTube, напишите мне в контакты по ссылкам в описании. Там все подробности. А мы продолжаем выпуск. Особо не уделяет этому внимания, но есть минимально необходимая база. Подтягивание 20 раз, брусья 30 раз, от пола 100 повторений. Этого хватает воркаутеру, чтобы базово раскачаться, удержаться на турнике и попробовать динамику. Еще любит тренировать стойку на руках. Из силовых элементов Рустам делает выход принца на 2 руки, а в процессе изучения это стойка на одной руке и горизонт. Но, как видим, в приоритете у него всегда динамика. Травмы. Без них, особенно в динамике, никуда.
У Рустама это были ушибы, шишки на ногах и предплечьях, но у других бывает и посерьезней. Всем атлетам динамики важно разминаться, разогревать плечи, кисти и перед исполнением любого элемента детально прокручивайте его исполнение в мыслях. Концентрация очень важна. Каждый элемент лучше изучать по шагам. Не пытайтесь сразу выполнить целиком. Также для более сложных элементов есть базовые элементы, которые помогают выучить усложнения. Например, для ладжикейнера нужно базово уметь сальто с места и так далее. Выход из-под турника – это первый выученный элемент. Советуют начинать с самого легкого, накапливать опыт и успешные попытки. Ведь когда мы смотрим на топ-атлетов, кажется, что невозможно сделать это. Но они тоже с чего-то начинали, и мы просто не видим большей части их труда, ошибок, травм на пути к заветным элементам. В динамике очень важным является, конечно, крепкий хват и сцепление с турником. Кто вдохновляет? Из известных атлетов в динамике Рустама мотивируют только два человека. Как многие могли догадаться, это Данил Азаров и Виталий Меренцев, с которыми Рустам хотел бы встретиться на соревнованиях и берет пример с них. Когда я попросил назвать свой топ-5 атлетов, Рустам выделил только их двоих. Если о Меренцеве все же были выпуски на других YouTube-каналах, то про Азарова, кроме видеонарезок, никто ничего серьезного не делал. Атлеты хотели бы, чтобы я связался с Азаровым и сделал подробный выпуск? Дайте знать в комментариях. И не пропускайте опросы о следующих темах видео на вкладке канала «Сообщество». Сделать это очень просто. Нажми сейчас колокольчик рядом с подпиской и выбери пункт «Все уведомления». Также включи уведомления от YouTube на смартфоне. Рустам никогда не участвовал в соревнованиях, но хочет поучаствовать в лучших из них. Кардо – это премия за вклад в развитие уличных культур. Проходит в нескольких номинациях. Одна из них – Воркаутер года. Это соревнования в Ставрополе, финал которых запланирован на октябрь 2020, а в августе будет отбор. Будем надеяться, что события в мире и прочие факторы позволят Рустаму поехать и побороться за призовые места. Многие могут сказать, что прежде нужно участвовать в менее крупных соревнованиях, набраться опыта, но если судьба предоставит такой шанс, поездка сразу на крупнейшее соревнование, то почему бы этим не воспользоваться? Самым сложным элементом в изучении, а точнее непонятным, атлет считает 900 градусов на махе вперед. Рустам сначала не мог понять, как технически докрутить, но попытки исправили это дело. Давайте посмотрим небольшой фрагмент исполнения 900 градусов в замедленной съемке, который мне записал Рустам, с пояснением, как считается 900 градусов, так сказать, чтобы отбросить сомнения зрителей. Вот смотри, бро, я повернулся к турнику, это будет 180, так ведь так. Вот 360, вот еще один 360. 360 плюс 360 будет 720, прибавить еще начальный 180 будет 900. 900 градусов он выучил за 2 тренировки, потратил 8-10 попыток. Как вы понимаете, атлет до этого 2 года тренировал динамику и более легкие базовые перелеты, и ценой ошибки тут была травмированная нога во время изучения. А в России только 4 человека умеют 900 градусов, включая Рустама. Настоящим вызовом для атлета сейчас является изучение элемента супра 900 градусов с чешских. Многие люди пишут атлету в Instagram, что он не сможет этого сделать, не осилит, но это только прибавляет мотивации Рустаму, и у него уже наблюдаются неплохие попытки для этого элемента. Парень хочет увидеть реакцию всех тех, кто не верил в него, когда наконец-то элемент будет освоен, ведь со слов атлета его еще никто не выполнял в мире. Единственное, что я нашел на YouTube, это Супра 540, и дальше более сложных исполнений не было. Если хотите следить за Рустамом и его попытками выполнить этот пока невозможный элемент, то переходите в его Instagram. Планы на будущее. На вопрос о дальнейших планах в воркауте, собирается ли заниматься профессионально, зарабатывать на этом в будущем, Рустам ответил вот что. Сейчас воркаут это только его хобби, и он отдыхает, когда тренируется. Атлету интересно снимать видео в Instagram, и он с радостью делится рекомендациями с ребятами, которые ему пишут. Мое мнение. Отмечу, что все сказанное это лишь подход Рустама к тренировкам, в его условиях и не руководство к действию каждого. Нужно помнить, что динамика, как мы знаем, может нести травматизм и не прощает ошибок. В случае травмироваться можно и на статике, и в балансах, и в базовых упражнениях. Поэтому элементарную тренировку с включенной головой еще никто не отменял. У Рустама Мухтарова все только впереди, и мы услышим о нем на крупных соревнованиях в будущем. Пусть этот парень будет примером для многих таких же простых ребят, с чего можно начать и какого уровня добиться за 2 года занятий.
Атлет, мою мини-книгу о воркауте ты можешь скачать по ссылке под этим роликом, и в описании к видео есть еще интересные предложения для тебя. А прямо сейчас я предлагаю тебе встретиться в других моих роликах на канале. Нажимай на плейлист, выбирай интересную историю и узнавай о новых героях. Автор сюжета я, Владарович. Атлет спит в каждом из нас, и я его разбужу.